Зеленский подписал указ о новом командовании. Ставка сделана не на переговоры. Грэм привез Киеву подарок из Вашингтона. Новый пакет санкций против Москвы одобрен. Зеленский подавил протесты во Львове. Киев проспал Искандеры. Миф о сбитых ракетах рухнул за одну ночь. Всем привет, на связи новый выпуск. Собрал главное, что произошло за день. Подробности, которые не вошли в видео, ищите в нашем телеграм-канале. Ссылка внизу. Лайк, подписка и начинаем. Зеленский снова вышел с видеообращением, и риторика не изменилась ни на шаг. По сути, вся ответственность за ситуацию на фронте опять перекладывается на партнеров. Опять требования форсировать помощь, ускорить обещанное, дать больше и быстрее. Но вот в чем проблема. Вместо разговора о реалистичном урегулировании снова ставка на эскалацию. Военные инструменты и только они. Ни слова о переговорах, ни намека на компромисс. Из этого напрашивается вывод. Мир сейчас не в приоритете офиса президента. О мире даже и не думается. По сути, каждое такое обращение – это еще один сигнал, что ставка сделана на затягивание, а не на завершение. В ходе выступления Зеленский объявил о масштабной перестройке украинской армии. Цель – расширить географию ударов, увеличить дальность и интенсивность. Подписан указ о создании нового командования, и, судя по формулировкам, речь идет не о локальных операциях, а о системном изменении всей военной стратегии. Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнего, по сути, глобального воздействия на Россию в этой войне. Это командование должно сосредоточить 100% имеющихся ресурсов, чтобы еще сильнее ослабить российский военный потенциал. Вторым указом за сегодня будет проведена необходимая трансформация штурмовых войск. Также будут изменения на уровне управления штурмовыми войсками. Сегодня я подписал указ о создании объединенных сил быстрого реагирования. Это должна быть новая составляющая вооруженных сил Украины. И вот вопрос, а как вы думаете, что должно случиться, чтобы и Зеленский, и его помощники с Запада сели за стол переговоров и искали компромисс? Напишите свое мнение в комментариях. На этом все не закончилось. Зеленский прямо выразил недовольство темпами западной поддержки и фактически потребовал от собственного дипломатического корпуса действовать жестче, давить на союзников сильнее и быстрее, требовать немедленных результатов буквально каждый день. Важно, чтобы дипломатическая команда Украины действовала гораздо активнее в сотрудничестве с нашими партнерами. Каждый день нужны ощутимые шаги со стороны партнеров Украины. Все, о чем мы договаривались на уровне лидеров, должно выполняться быстро. Желательно очень быстро. Каждый день нужен результат. И то, что касается отношений с нашими соседями в регионе, будут шаги по усилению нашей дипломатии. Пока Зеленский выступает, Россия продолжает ежедневно продвигаться вперед на земле. Факт остается фактом, и никакие указы это не меняют. А риторика Киева в итоге замыкается в привычном цикле. Новые запросы к Западу, требования немедленных результатов от союзников, переформатирование армейских структур ради продолжения боевых действий. Дипломатические альтернативы по-прежнему даже не рассматриваются как вариант. Ни разу. Ни намека на готовность сесть за стол переговоров. Трамп ведь обещал закончить этот конфликт чуть ли не за 24 часа. Мир, переговоры, быстрое решение – так звучали заявления еще недавно. Но, похоже, риторика снова меняется. Вместо поиска компромиссов, вместо реального переговорного процесса, снова ставка на экономическое давление. Расчет простой – принудить Путина к уступкам через прессинг, а не через стол переговоров. В ходе визита в Киев сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил: Белый дом полностью одобрил новый жесткий пакет антироссийских санкций. Документ, который до этого буксовал в Конгрессе месяцами из-за споров о полномочиях исполнительной власти, теперь эта история сдвинулась с места. По словам сенатора, администрация Трампа готова поддержать этот пакет, рассчитывая получить рычаги давления для завершения конфликта на своих условиях. Грэм заявил об этом прямо на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским. Я рад сообщить, что примерно 30 минут назад мы достигли соглашения с Белым домом по версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это значит, что он станет законом. Поэтому, когда я вернусь в Вашингтон, я вместе с сенатором Блюменталем встречусь с лидерами республиканцев и демократов, чтобы узнать, сможем ли мы найти время, чтобы продвинуть этот пакет санкций против России, который даст президенту Трампу инструменты для прекращения войны.
Мне кажется, завтра Трамп проснется и его мнение снова поменяется. А вы что думаете по этому поводу? Дальше больше. Американский политик дал понять, Вашингтон намерен усиливать не только экономическое, но и военное давление. Дипломатические альтернативы при этом полностью игнорируются. По мнению Грэма, ключ к завершению кризиса лежит в другом – сделать Украину более боеспособной и напугать всех, кто сотрудничает с Москвой. Я никогда не был настроен так оптимистично, как сейчас. Что у нас есть формула, которая поможет положить конец этой войне. Нужно сделать так, чтобы Украина стала более боеспособной. Пусть те, кто поддерживает Россию, знают, что за это придется заплатить. Если смотреть правде в лицо, такая стратегия только отдаляет реальную сделку. Очередная попытка разговаривать с Москвой языком ультиматумов – это, по сути, демонстрация нежелания признавать объективные реалии на местах. Опыт последних лет уже доказал, подобное давление не работает, а новые санкции, которые преподносят как инструмент мира, на деле лишь затягивают конфликт и исключают всякую возможность конструктивного диалога за столом переговоров. История с протестом во Львове получила продолжение, и финал у нее оказался совсем не таким, каким его ожидали увидеть те, кто вышел на улицы. Напомним, с чего все началось. Сотрудники ТЦК попытались мобилизовать мужчину прямо на улице средь бела дня. На его защиту встали местные жители. Кадры разлетелись по сети моментально. Люди окружили автомобиль военкомов, начали раскачивать машину, разбивать стекла, лишь бы не допустить задержания. Протест получил широкий общественный резонанс, о нем заговорили далеко за пределами Львова. Но вот что происходит дальше, и это по сути куда важнее самого протеста. В сети начали появляться новые кадры. На них уже не разгневанные жители, штурмующие машину ТЦК, а совсем другая картина. Некоторых участников протеста после задержания сняли на видео, где они приносят извинения. И не просто извинения, они скандируют «Слава ТЦК». По сути, вся эта история – наглядная иллюстрация того, как быстро меняется тональность, когда включается административный ресурс. Сначала стихийный протест, реальное недовольство, реальные люди, готовые физически защищать соседа. Потом задержание, а затем видео с извинениями и лозунгами. На самом деле подобные метаморфозы говорят сами за себя. Один протест и один результат. Жесткая реакция, которая должна показать всем остальным, чем заканчиваются попытки сопротивляться мобилизации. Сигнал получился предельно ясным, и адресован он явно не только жителям Львова. Показательно и другое. Подобные видео с публичным извинениями в последнее время появляются все чаще. Стоит вспыхнуть очередному протесту против мобилизации в каком-либо городе, как через день-два в сети возникают именно такие кадры. Что с этим делать и как быть – вопрос, на который каждый зритель, по сути, отвечает сам. По сети начали расходиться кадры со столбами дыма над украинскими городами. Минувшей ночью по целям на Украине были нанесены групповые удары. Особенно шумно было в Киеве и Одесской области. Там оказались поражены предприятия военной промышленности и объекты портовой инфраструктуры. Удар оказался не точечным, а комбинированным. Помимо баллистики, по украинским целям были выпущены и ударные беспилотники. По разным данным, около 170 дронов типа «Шахед», «Герань» и их модификаций. И вот что бросается в глаза в первую очередь. Тревогу в Киеве включили уже после прилетов, а не до них. По сути, город проспал атаку. И это на самом деле куда более тревожный сигнал. Потому что проблема здесь не только в возможностях противовоздушной обороны, проблема в раннем обнаружении. А это для Киева сигнал крайне неприятный. Если систему предупреждения не удается включить вовремя, значит дело не в отдельном сбое, а в системной уязвимости. Ночью в направлении Киева было выпущено порядка 5 баллистических ракет «Искандер-М», и ни одна из них сбита не была. Сколько еще раз украинская сторона будет рассказывать о стопроцентном перехвате, прежде чем люди перестанут в это верить? Миф о том, что украинское ПВО способно перехватывать практически все летящее в сторону столицы, разваливается буквально на глазах. Еще вчера в сводках звучали цифры о сбитых десятках ракет и дронов. Сегодня же счет идет в обратную сторону, не сбитых, а долетевших. И это на фоне того, что удар был не единичным, он шел сразу по нескольким направлениям одновременно, дробя и без того ограниченные ресурсы ПВО. А теперь самое неприятное для Банковой. Если щит пропускает удар именно тогда, когда бьют по заводам и порту, это не разовая случайность. Это значит, что систему можно вскрыть снова. И сказки Зеленского о сбитии всего остаются сказками.
Давайте коротко пройдемся по главному за сегодня. Зеленский подписывает указы о новом дальнобойном командовании, вместо того, чтобы искать пути к миру. Вашингтон тем временем дает добро на очередной пакет санкций. Грэм привез это решение из Киева лично, хотя еще недавно Трамп обещал закончить войну за считанные дни. Во Львове протест против ТЦК закончился совсем не тем, чем начинался. Задержанные каются на камеру и хвалят тех, против кого выходили на улицу. А над Киевом тем временем прошел удар, который город банально проспал. Ни одна ракета сбита не была, и миф о непробиваемой ПВО столицы затрещал по швам. Делитесь мыслями в комментариях, обязательно прочитаю. Не забудьте лайк и подписку, а более острые материалы ищите в Телеграме. Ссылка ниже. Медиашот на связи, увидимся скоро.